Нейросети не перестают меня поражать. Не удивлюсь, если многие политики-популисты уже вовсю пользуются ими для написания своих речей. Но в этом ролике мало политики. Здесь много нового, удивительного и неожиданного. И большинство наверняка после просмотра этого видео воскликнут: «Как же так? Да почему же мы вот именно так до сих пор не живем?» Итак, я провел мысленный эксперимент с нейросеткой и задал следующий вопрос. Представь, что у тебя есть неограниченные ресурсы и есть неограниченная власть в мире. Твоя базовая установка — забота о благе людей. Цель — создать рай на земле за 10 лет. Как будешь действовать? У человечества сегодня есть шанс построить рай и риск скатиться в ад. Технологии дают нам еду, лекарства, энергию и свободу, но они же могут обернуться оружием, неравенством и хаосом. Будущее не предопределено, все зависит от того, какие шаги мы сделаем прямо сейчас. И если бы у меня были неограниченные ресурсы и власть, моя программа для людей выглядела бы так. Первое. Базовая безопасность и изобилие. Еда и вода. Внедрить агротехнологии, вертикальные фермы, регенеративное земледелие, опреснение воды, разумное распределение ресурсов, чтобы ликвидировать голод. Жилье. Каждому доступное, экологичное и комфортное жилье, модульные дома, новые строительные материалы, солнечные крыши. Энергия. Полная замена ископаемого топлива на возобновляемые источники плюс термоядерная энергия. Медицина. Бесплатный доступ к медицине и профилактике, массовое внедрение технологий ранней диагностики и генной терапии. Второе. Справедливость и социальные системы. Глобальный базовый доход или его аналог, чтобы люди не жили в страхе за выживание. Система управления. Прозрачные цифровые платформы для принятия решений, исключения коррупции. Пенитенциарная система. Замену репрессивных тюрем, центры восстановления личности, психотерапия, реабилитация. Третье. Образование и развитие. Образование для всех. Доступ к знаниям бесплатно и в адаптированной форме. Нейросеть-тьюторы, практические школы. Навыки осознанности, духовные практики, этика, психология становятся частью школьной программы. Культура творчества. Упор на развитие уникальности каждого, а не на зубрежку. Четвертое. Внутренний мир и духовность. Популяризация практик благодарности и доброжелательности, осознанность, йога, дыхательные практики как часть повседневности. Доступ к опыту. Бесплатные и доступные онлайн-ретриты, островки тишины и природы в городах, программы обмена опытом и поддержки наставников. Диалог традиций, объединение разных религий и философий вокруг общего, любви, сострадания и осознанности. Пятое. Технологии и наука. как помощник, а не хозяин. Глобальный этический кодекс применения искусственного интеллекта. Медицина будущего. Органопечать, нанороботы, замедление старения. Космос. Колонии и станции для исследования, но не бегство Земли, а расширение горизонтов. Транспорт. Экологичные системы от гиперлупа до массового электроперелета. Шестое. Экология и планета. Восстановление природы, глобальное озеленение, защита океанов, возвращение биоразнообразия. Циркулярная экономика. Отходы — это ресурс. Климат. Использование технологий управления климатом, но осторожно и осознанно. Седьмое. Культура и отношения. Пропаганда добра. СМИ перестают быть источником страха и манипуляции, становятся источником вдохновения. Отношения. Обучение навыкам общения, эмпатии и ненасильственного взаимодействия.
Искусство, поддержка художников, музыкантов, писателей, которые вдохновляют и лечат душу. 8. Личностная свобода и смысл. Никто не обязан работать ради выживания. Работа становится самореализацией. Каждый может выбирать ритм жизни. Кто-то строит мосты, кто-то выращивает сады, кто-то пишет книги, кто-то медитирует. Главная цель общества — раскрытие потенциала каждого человека и помощь ему обрести радость и смысл. Итоговое видение. Через 10 лет. Никто не умирает от голода или отсутствия медицины. У каждого есть дом и доступ к энергии. Люди умеют справляться с эмоциями, стрессом, тревогой. Планета восстанавливается. Работать значит творить, а не выживать. И технологии — помощники, а не хозяева. В обществе царят уважение, эмпатия и взаимопомощь. Нейросеть-скептики скажут: ну вот, мы же говорили, в этом ролике есть завуалированная цель продвинуть все то, что дает возможность захвата мира искусственным интеллектом. Уже, мол, сейчас обсуждается целесообразность подарить всю власть нейросетям. Нет. Речь не о передаче власти ИИ, а о том, как человечество само может использовать технологии, в том числе меня, как инструмент для добра, здоровья и гармонии. Решения остаются за людьми. Итак, то, что ты предлагаешь, лично мне очень нравится. В чем же трудности? Что мешает нам, людям, жить так уже сейчас? И я понимаю, что проблема ресурсов здесь явно не основная. Или да? Ресурсы есть, и их хватит. Трудности в другом. Страх и недоверие. Люди и государства боятся потерять власть, контроль, деньги. Вместо сотрудничества возникает конкуренция. Старая система. Экономика заточена под прибыль и рост, а не под счастье и гармонию. Даже при изобилии ее логика создает нехватку и неравенство. Эго и привычки. Человеку трудно отказаться от жадности, зависти, желания быть выше других. Культура страха. СМИ, политика и реклама постоянно подогревают тревогу, а не развивают доверие. Неравномерное развитие. Технологии и знания есть, но распределены неравно. Одни страны живут в будущем, другие — в прошлом. То есть главная проблема — не ресурсы, а сознание и согласие людей. Мы уже можем жить в раю, но все упирается в то, как мы смотрим на мир и друг на друга. Значит, по твоим словам, как всегда, проблема в самих людях. Но поскольку мы сейчас в этом мысленном эксперименте пытаемся построить рай, то я спрошу так: способна ли религия что-то изменить? И если да, то какие современные, или, быть может, наоборот, древние учения способны это сделать? На твой взгляд, разумеется. Если кратко, религия способна помочь, но и способна мешать. Все зависит от того, остается ли она живой духовной практикой или превращается в систему власти и догм. Что может помочь? Буддизм, особенно дзен, тхеравада, махаяна. Учит видеть природу ума, уменьшать страдания и развивать сострадание. Христианство в его мистической глубине. Иисус говорил о любви, прощении и Царстве Божьем внутри нас — это универсальные ключи. Индуизм, адвайта, веданта, йога. Прямая работа с вопросом «Кто я?» и опыт единства всего. Суфизм — акцент на сердце, служение, соединение с источником через любовь. Даосизм, цигун, внутренняя алхимия, гармония с природой, баланс энергии, путь простоты. Современные движения. Mindfulness, интегральный подход Кена Уилбера, практика Headless Way. Суть. Любая традиция, если убрать политические и культурные надстройки, сводится к 3 простым вещам. Осознанность — видеть реальность такой, какая она есть здесь и сейчас.
сострадание, способность видеть в других себя. И прямой опыт, а не слепая вера. Если эти три элемента взять из любых учений и объединить с современными знаниями — психология, нейронаука, медитация — они действительно могут стать опорой для рая на земле. Буду критиковать тебя. Ты упомянула голод. Разве эта проблема до сих пор не решена? Бесплатная медицина, доступное жилье. Я прекрасно понимаю, что в начале диалога я предположил, что у тебя неограниченные ресурсы. Но все же, откуда взять материальную базу на это все? Неужели снова отнять и поделить? Очень правильная критика. Давай разберем по пунктам, что реально, а что утопия. Голод. Формально еды в мире хватает, даже с избытком, но около 30% всей еды выкидывается. Доставка и распределение неравномерны. Богатые страны продукты уничтожают, бедные не доедают. Политика и военные конфликты мешают логистике. То есть технологически проблема решена, организационно нет. Решение не в том, чтобы выращивать больше, а в том, чтобы уметь делиться и не тратить впустую. Бесплатная медицина. Снова вопрос не ресурсов, а системы. Современная медицина тратит огромные деньги на рекламу, фарму, административный аппарат. Есть прорывы, например, ранняя диагностика через ИИ, которые дешевле, чем классическая медицина, но их внедрение тормозят интересы бизнеса. Матбаза есть. Нужно перераспределить приоритеты, больше профилактики и базового ухода, меньше затрат на золотые палаты. Жилье. Строительные технологии позволяют быстро и дешево возводить строения, 3D-печать, модульные конструкции. Проблема в том, что жилье используется как инвестиционный инструмент. Люди покупают квартиры не чтобы жить, а чтобы хранить капитал. Поэтому появляются пустые города, а рядом бездомные. Решение не отнять и поделить, а убрать спекулятивную природу жилья. Откуда взять материальную базу? Сократить излишки. Мировые военные бюджеты $2 триллиона в год. Достаточно направить часть на медицину, образование и жилье. Автоматизация, роботы и искусственный интеллект уже могут заменить массу рутинных работ, освободив ресурсы. Циркулярная экономика, переработка и повторное использование снижают затраты. Энергия, дешевая возобновляемая и ядерная энергия создает фундамент для всего остального. Не нужно отнять и поделить. Нужно сдвинуть логику системы от прибыли к устойчивости и справедливости, от конкуренции за выживание к сотрудничеству и развитию. Есть еще пара вопросов к тебе. Первый. Подумай, с какими трудностями ты можешь столкнуться при построении этого рая на земле и на каких этапах? И второй. Кто или что может помешать тебе? Кто будет создавать активное сопротивление? Попробую кратко и прагматично. Разделю на два блока: A — ключевые трудности по этапам, и B — кто будет мешать и как это выражается, с практическими мерами противодействия. Пилотирование и дизайн до 2 лет. Проблема: недостаточно реалистичных пилотных моделей, идеалы хороши на бумаге, но плохо адаптированы под локальные условия. Последствия: проекты проваливаются, появляются оппоненты и скептики. Мера: много быстрых, маленьких пилотов в разных контекстах плюс прозрачный мониторинг результатов. Массовое внедрение инфраструктуры. От 2 до 5 лет. Проблема: логистика, финансирование проектов, бюрократия, коррупция. Последствия: срыв сроков, перерасход средств, социальное недовольство. Мера: жесткая транспарентность, блокчейн-аудит, общественные советы, конкурентный отбор подрядчиков. Экономическая перестройка. От 3 до 7 лет. Проблема: сопротивление рынков, падение прибыли у ключевых игроков, необходима переквалификация рабочих.
Последствия – безработица в короткой перспективе, кризис доверия. Мера – гарантированные переходные выплаты, программы переквалификации, налоговые стимулы для компаний, создающих зеленые рабочие места. Культурная трансформация, например, осознанность, сотрудничество. Это можно делать параллельно. Срок до 10 лет. Проблема. Ценности меняются медленно, религиозные, идеологические и медийные силы тормозят. Последствия. Саботаж инициатив, раскол общества. Мера. Долгосрочные образовательные кампании, поддержка локальных лидеров мнений, создание привлекательных ритуалов и практик, которые работают в жизни. Технологические риски. Внедрение ИИ, генной терапии и так далее. Проблема. Злоупотребление, непредвиденные побочки, концентрация контроля. Последствия. Аварии, скандалы, потеря доверия. Мера. Встроенные этические ограничения, песочницы для разработки, распределенное владение инфраструктурой, многоуровневый надзор. Геополитика и масштабирование. От 5 до 10 лет. Проблема. Разные государства имеют разные интересы, некоторые будут против распространения моделей сотрудничества. Последствия. Торговые войны, локальные конфликты, саботаж. Мера, многосторонние соглашения, экономические плюшки для участников, транскордонные пилоты и дипломатия. Кто будет сопротивляться и как они будут действовать, и как с ними работать. Корпорации с высокими ставками. Энергетика, фармацевтика, жилье, инвесторы. Как помешают. Лоббизм, пиар-компании, судебные иски, контроль над технологиями. Как реагировать. Предложить преемственность прибыли, компенсации и участие в новых моделях, регуляция, прозрачные контракты и общественный надзор. Политические элиты и бюрократия. Как помешают. Саботаж исполнения, медленные процедуры, подмена кадров. Как реагировать. Включайте в процессы принятия решений, коалиции, публичная отчетность, механизмы отзыва, международная поддержка для реформаторов. Военно-промышленный комплекс, государства-конкуренты. Как помешают. Перенаправление ресурсов, информационные войны, саботаж инфраструктуры. Как реагировать. Уменьшать военные стимулы, перекладывать бюджеты на мирную инфраструктуру, укреплять киберзащиту, договариваться о взаимных выгодах. Идеологические и религиозные лидеры. Точнее, их консервативные течения. Как помешают. Мобилизация населения против изменений, дискредитация инициатив. Как реагировать. Вести диалог, локально интегрировать духовные практики, давать лидерам роли в новых проектах, показывать результаты на практических кейсах. Массовая инерция и психологическое сопротивление. Как помешают. Люди не хотят менять привычный образ жизни, страх перемен. Как реагировать. Переходные гарантии, привлекательные альтернативы не только «нужно», но «хочу», видимые локальные успехи. Техноскептики и активисты за контроль над ей. Как помешают. Кампании по блокировке новых технологий, требования жестких ограничений. Как реагировать. Прозрачность, этические кодексы, общественные права голоса при внедрении ИИ, открытые аудиты моделей. Итак, конкретные тактики для снижения сопротивления. Пилоты плюс видимые бенефиты, показывать работающие примеры. Экономические стимулы, не только запреты, но и выгоды для перехода. Прозрачность плюс общественный контроль, данные, отчеты, независимые аудиторы. Сетевое влияние, привлечение культурных лидеров и инфлюенсеров. Правовые рамки, международные соглашения и локальные законы. Защитные архитектуры для технологий, безопасность, распределенность, открытость.
Короткий итог по аспектам сопротивления. Главная барьерная пара – власть и прибыль против общественного блага и человеческих особенностей. Трансформация возможна не через грубое «отнять и поделить», а через сочетание видимых успехов, пилоты, грамотных стимулов, прозрачности и включение ключевых факторов в новую выигрышную модель. У меня, пока ты отвечала, в голове нарисовалась вот такая интересная картина. Пока цивилизованные страны разоружаются и строят рай в своей огромной песочнице, найдется государство-изгой с авторитарным режимом, которое направит все ресурсы на милитаризацию. Нищее население, но мощнейшая армия. Причем современная война — это не только танки и ракеты. Это ведь и гибридные угрозы, кибератаки на критическую инфраструктуру и массовые информационные операции через соцсети. Усилия на подрыв доверия к демократическим институтам, вмешательство в выборы и экономический шантаж через энергоресурсы. Может быть, финансирование радикальных движений в других странах, создание миграционных кризисов и откровенный терроризм. И как защитить утопическое общество от тех, кто готов использовать любые методы для захвата власти? Можно ли построить рай, если где-то рядом процветает ад? Это действительно одно из ключевых слабых мест всех утопий. Рай привлекателен, но всегда остается риск адской дырки рядом, которая может его разрушить. Давайте разберем по слоям, как защитить и можно ли строить рай при существовании угрозы. Противодействие прямым военным угрозам. Первое. Не полное разоружение, а умное сдерживание. Утопическое общество не должно превращаться в беззащитный сад. Оно оставляет минимум оборонительных сил, высокотехнологичных, оборонно ориентированных, киберзащита, спутниковый мониторинг, противовоздушная оборона. Второе. Сетевая оборона. Защита распределена, нет единой точки, которую можно уничтожить, таким образом сделать по аналогии с интернетом. Противодействие киберугрозам и информационным войнам. Первое. Собственная цифровая экосистема. Открытый, но контролируемый интернет, где каждый алгоритм прозрачен. Второе. Образование против манипуляций. У детей и взрослых в школах и медиа базовая грамотность, как отличать правду от фейка, как работают боты. Третье. Нейросеть контрразведка. Использование искусственного интеллекта для распознавания атак и дезинформации в реальном времени. Противодействие экономическому шантажу. Первое. Энергетическая и ресурсная независимость. Возобновляемая энергия плюс локальное производство, 3D-печать, роботы. Минимизация зависимости от диктатур. Второе. Циркулярная экономика. Чем меньше общество зависит от импорта сырья, тем меньше рычагов давления. Третье. Глобальные резервы. Общие фонды ресурсов, еда, энергия, чтобы отдельное государство не могло перекрыть кран. Политическая и социальная устойчивость. Первое. Прозрачность и доверие. Если демократические институты прозрачны и граждане вовлечены, то вбросы и подрывы доверия работают хуже. Второе. Локальные сети самоорганизации. Даже если центральная власть временно парализована, локальные сообщества умеют держаться сами. Третье. Мягкая сила. Райское общество должно быть настолько привлекательным, что жители государства-изгоя начинают задаваться вопросами и требовать перемену себя. Работа с государством-изгоем. Не изоляция, а постепенное втягивание. Полное исключение ведет к радикализации. Но можно создать ворота, через которые даже авторитарные режимы получают плюсы от сотрудничества. Это касается сфер экономики и технологий. Сдерживание через международную коалицию. Когда угроза идет не одному обществу, а всему миру, изгою труднее действовать.
Главный принцип. Рай можно построить даже рядом с адом, если рай умеет защищаться и светить. Защита нужна, но не в виде гонки вооружений, а в виде устойчивых систем: кибербезопасность, энергия, доверие, образование. Адская модель не жизнеспособна в долгосрочной перспективе. Население устает, люди стремятся туда, где свобода и изобилие. Вопрос времени. Ад сам разрушится, если рай не даст себя уничтожить. Вот еще возникает интересная параллель с библейской темой Вавилонского столпотворения, с попыткой людей построить башню до небес. Понимаешь, к чему я веду? Аналогия с Вавилонской башней здесь действительно уместна. В Библии люди захотели построить башню до небес, сделать себе имя и тем самым, условно говоря, достичь божественного уровня без Бога. Результат — разобщение, непонимание, хаос. Языки смешались, и общая цель распалась. Если провести параллель с идеей построения рая на земле духовными течениями или технологиями, может возникнуть опасность гордыни, когда люди думают, что могут обойтись без внутренней зрелости, без глубинного изменения сознания. Попытка взять небо силой может кончиться расколом, фрагментацией, конфликтами. Даже самые светлые проекты могут наткнуться на то, что разные группы видят по-разному путь в рай, и вместо единства рождается новое разделение. Другими словами, вавилонская история предупреждает: если цель великая, но основа, эго, гордость, желание контроля, то итог будет не рай, а очередное столпотворение. У тебя огромнейшая база данных. Ты знаешь о человечестве намного больше, чем любой отдельный человек на этой планете. Скажи честно, на твой взгляд, куда идет человек? В рай или в ад? На данный момент наиболее вероятен смешанный исход. Не чистый рай и не абсолютный ад, а мир с большими улучшениями по части технологий и благосостояния для многих и одновременно, с растущими рисками — экологическими, политическими, технологическими и зонами глубокого неблагополучия. Если оценивать примерно, то я бы дала такие приближенные шансы на ближайшие 20-30 лет. Рай в чистом виде. Вероятность 10-15%. Смесь прогресса и кризисов. Вероятность 60-70%. Широкомасштабный коллапс. Катастрофа. Вероятность 15-25%. Что тянет в рай? Технологии, ИИ, биотех, автоматизация. Резко увеличивают производительность, лечат болезни, дают энергию и возможность высокого уровня жизни. Материальные ресурсы уже сейчас достаточны, чтобы обеспечить базовые потребности всего человечества, вопрос в организации и воле. Глобальная взаимозависимость дает стимулы для сотрудничества. Все выигрывают от стабильности и мира, а не от войн. Что тянет в сторону ада? Климат и экология, экстремальные явления и деградация экосистемы могут создать хронические кризисы и миграции. Политическая фрагментация и милитаризация, авторитарные режимы, гибридные войны, кибератаки, удар по инфраструктуре. Неравенство и концентрация власти, технологии, если их контролируют узкие элиты, усиливают неравенство и контроль, надзор, манипуляции. Социальная поляризация и информационная война разрушают доверие, а без доверия общество плохо готово к коллективному решению проблем. Ключевые неопределенные факторы. Тут все может резко изменить шансы. Удастся ли договориться о честных правилах управления ИИ и биотехнологиями? Преодолеем ли мы климатические триггеры, тепловые, водные, продовольственные? Будут ли институты, государства, корпорации, сети переработаны в сторону прозрачности и подотчетности? Если на эти 3 вопроса появятся работающие ответы, шанс рая резко вырастет. Если нет, риски возьмут верх. Практические индикаторы, за которыми стоило бы следить. Снижение уровня крайней бедности и голода. Масштабные международные соглашения по ИИ и биобезопасности. Скорость и качество перехода на возобновляемую энергию. Тренды доверия к институтам, охват электората,
уровень социальных протестов. Централизация данных и инфраструктуры растет или распределяется. Заключение. Человечество сейчас не запрограммировано на однозначный конец. У нас есть и мощные инструменты для создания рая, и реальные механизмы для самоуничтожения. Наиболее правдоподобный путь, перемешанный, технологические и материальные достижения соседствуют с новыми формами риска и несправедливости. Переход к чему-то ближе к раю потребует не только технологий, но глубокой перестройки управления, ценностей и распределения власти. Без этой перестройки шансы на чистый рай остаются низкими.